Приветствую вас на канале Полный кадр. Здесь я рассказываю про фототехнику, фотографию и иногда обсуждаю вопросы видеосъемки с точки зрения видеоблогера. И сегодня, как вы поняли, у нас нетипичное видео на канале. Сегодня я хотел бы вам рассказать про устройство, которое я использую вместо мыши последние 1,5 года. Речь пойдет о трекболе Logitech MX Ergo. В том числе поговорим и о том, стоит ли его использовать для работы с фото и видео. Вообще, я решил прикупить себе трекбол по причине того, что от использования мыши у меня периодически болела рука. Туннельный синдром это или что-то еще, я без понятия. Но периодически я менял мыши, чтобы найти что-то оптимальное. Пробовал различные эргономичные решения. Изначально покупать трекбол я не планировал. Меня больше интересовала вертикальная мышь Logitech MX Vertical. Но 1,5 года назад купить ее в России не представлялось возможным. И вот, изучая другие варианты и альтернативы, я наткнулся на трекбол. Начал изучать данный вопрос, почитал обзоры, посмотрел другие возможные варианты и все-таки решил остановиться именно на Logitech MX Ergo. Прежде всего, давайте я вам расскажу, что из себя представляет это устройство. Визуально оно очень напоминает мышь, только существенно больше и тяжелее. Дело в том, что двигать по поверхности стола его не нужно. При использовании трекбола рука лежит на его поверхности, а перемещаем курсор мы, двигая шар трекбола своим большим пальцем. В целом, при виде устройства сразу вспомнились шариковые мышки. По сути, сами трекболы как раз в те времена и появились. Только в отличие от шариковых мышек, их до сих пор можно найти в магазинах. У этого трекбола есть шикарная площадка с прорезиненным основанием, которая не дает устройству скользить по столу. Прелесть этой подложки не только в том, что она фиксирует устройство на столе, но и в том, что можно изменить его наклон. Сделать устройство более классическим, похожим на мышь, или наклонить для лучшей эргономики. Вариант с наклоном мне нравится больше. Рука на устройстве лежит просто шикарно. Левой и правой кнопками, а также колесиком скроллинга и, конечно, самим шариком очень удобно пользоваться. Чего не могу сказать о двух дополнительных кнопках назад и вперед, расположенных рядом с указательным пальцем. На мой взгляд, они не очень удобные и сам я ими не пользуюсь. Рядом с колесиком есть кнопка и цифры 1 и 2. Этот трекбол можно использовать сразу на 2 компьютерах, переключаясь между ними с помощью данной кнопки. Это удобно, например, тогда, когда у вас есть и настольный ПК, и ноутбук. Основная площадь устройства прорезинена. Тактильные ощущения потрясающие. Давайте употребим здесь модное слово Soft Touch. Это покрытие, как я понимаю, и используется. Внимательные зрители уже заметили, что рядом с шариком есть кнопка, о которой я еще ничего не сказал. Но про нее мы поговорим чуть позже. Что касается шарика, то как это было и с шариковыми мышками, оно склонно к тому, чтобы собирать грязь. Поэтому периодически его нужно вынимать и прочищать полость, в которой этот шарик находится. Шар вынимается очень просто. Внизу есть отверстие, в него можно засунуть что-то неострое и вытолкнуть шарик из этой полости. Вообще, возвращаясь к вопросу покупки, были нехилые такие сомнения. Смогу ли я пользоваться нормально вообще трекболом после стольких лет использования мышки? И я знаю, что такой вопрос задают себе многие, кто хочет купить трекбол. Поэтому давайте расскажу о своих ощущениях. На самом деле сейчас, спустя 1,5 года, для меня уже нет никакой разницы, мышь или трекбол. Одинаково удобно пользоваться и тем, и другим. Но первое время, конечно, приходилось привыкать. В целом, с первого дня особых проблем не возникает. Но по ощущениям только через месяц-1,5 происходит окончательное привыкание к устройству. То есть, когда ты начинаешь использовать его, не задумываясь. Так же, как вы используете мышь. Вы не отвлекаетесь на само устройство, потому что вам оно полностью понятно и привычно. Вот как раз, чтобы получить такое же привыкание к трекболу, нужно какое-то время. Что касается работы в программах. Каких-то особенностей работы в браузере, текстовых редакторах и других популярных приложениях я не заметил. В целом все протекает так же, как и при работе с мышью. Правда, существенно удобнее делать вещи, связанные с перетаскиванием файлов. Потому что мы зажимаем левую кнопку и можем бесконечно крутить большим пальцем в любую сторону, не испытывая особых проблем. В то время как мышка при перемещении объекта просто упирается в край рабочего стола, и дальше переместить ее можно только подняв со стола и переставив в новое место. Что касается игрушек, то проблемы могут возникать только в очень динамичных играх, таких стрелялках как Doom, например. В то же время в 3-го Ведьмака или серию игр Dishonored я без проблем играл и на трекболе. Конечно, когда я только покупал трекбол, меня больше всего заботила работа в программах по обработке фотографий и монтажу видео. Lightroom, Photoshop, Vegas Pro, DaVinci Resolve. Поэтому давайте на этом подробнее остановимся. Сначала было неудобно выполнять ряд операций. Но опять же, в процессе освоения трекбола я перестал ощущать разницу с мышью. Но есть у трекбола одна особенность, она же его и плюс.
Trackball позволяет совершать более точные операции. Например, при обработке в Lightroom, если нужно подвинуть тот или иной ползунок, с помощью Trackball это сделать проще. То есть мы можем лучше контролировать значения, на которые перемещаем ползунок. С мышкой получаются слишком резкие скачки, из-за чего раньше я использовал стрелки и клавиатуру для перемещения таких ползунков. И еще помните кнопку около шара, о которой я обещал рассказать позднее. Так вот, она позволяет сделать перемещение курсора еще более точными. При ее нажатии курсор при перемещении колеса смещается на гораздо меньшее расстояние, что позволяет очень точно подбирать значения на таких вот ползунках. Это, кстати, подходит не только для работы с фотографиями, но и со звуком и с видео. Да в общем-то совсем, где есть какие-либо ползунки, которые нужно как можно более точно позиционировать для достижения хорошего результата. Остальные действия, которые вы можете выполнять в редакторе с помощью мыши, также удобно делать и с помощью трекбола. Кадрирование, использование инструментов, пипеток, кистей, работа с меню – ничто не вызывает проблем. Что касается трекбола, то после примерно пары месяцев его использования мне стало очевидно, что нужно не только подобрать сам контроллер, но и подставку под локоть. Потому что если рука висит в воздухе, то никакое даже супер эргономичное решение в плане контроллера вам не поможет. Поэтому я заказал специальную подставку под руку на всеми любимом AliExpress. Использую опять же с 2018 года, сочетание с трекболом просто отличное. Подставку стоит брать с площадкой для размещения устройства. Ссылка на подставку, которую я использую, есть в описании к ролику. Возвращаясь к трекболу, пожалуй, самый главный минус этого устройства – проблема с его установкой на системе Windows 7. Драйверы отказываются устанавливаться, если вы их запускаете не от имени администратора. При обычном запуске установщик просто выдает ошибку. Второй недостаток также касается ПО. Обязательно в настройках мыши на своем компьютере вы должны отметить пункт «Включить повышенную точность установки указателя». Тогда курсор на экране будто оживает. Этот пункт влияет прямым образом на скорость передвижения курсора, что вообще необъяснимо, но факт. Также, если не поставить эту галочку, то точность и удобство использования трекбола в принципе заметно снижается. В Windows 10 сами драйверы работают лучше, но повышенную точность указателя все равно стоит включать. Что по итогу? Очень понравился этот трекбол от Logitech. Качество сборки материалов, увесистый корпус, удобное положение руки. Работать с ним комфортно в любых приложениях, в которых я его пробовал. Недостатки связаны исключительно с настройкой его программного обеспечения. По поводу цен. Я покупал свой трекбол за 5500 рублей в 2018 году. Сейчас посмотрел, и цена явно подросла и в среднем составляет 7000 рублей. Но иногда доходит даже до 10. За 5500 это было отличное предложение. Цена в 7000 в принципе терпимая. 10 запредельная. Это на мой взгляд. Пожалуй, я рассказал все, что хотел про это устройство. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не забывайте про наш аккаунт в Инстаграме, который мы потихоньку будем развивать. Все ссылки есть в описании. На этом сегодня все. Спасибо за внимание. Делайте правильный выбор.